Уйди! Уйди! Бесовское отродье! Держите ее. Уйди! Тихо, тетушка, тихо. Убили! Кто? Убили меня! Кто вы, тетушка? Проклятие! Мордис. Она мертва. О чем она? Ни о чем. Она просто бредила. Нет. Она отчетливо сказала, что ее убили. К чему это вы ведете? Господин Миронов, доктор, я прошу вас быть свидетелями и подтвердили слова моей погибшей тетушки. Не горячитесь, господин Шумский. Как вы смеете? Прошу, покиньте мой дом. Я это так не оставлю. Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Послушайте, кончина моей благодетельницы была неестественна, а скорее злоумышленной. Не понимаю, выражайтесь яснее. Ее убили. У вас и доказательства есть? Я думаю, это проклятие. Но... или что-то в этом роде. Проклятие. Поручик. Полиция не принимает к рассмотрению таких обвинений. Да? А ее слова? Меня убили. Полиция принимает? Вы сами говорите, она болела, была не в себе. К сожалению, я не могу принять ваше прошение. Просто не вижу на то оснований. То есть как? Ничем не могу помочь. Я найму адвоката. Ваше право. Я даже знаю, кто этот адвокат. Честь имею. Честь имею. Ну, хорошо. Я, пожалуй, дам вам совет. Забудьте. Проклятие. Все это прекрасно, но судебное дело производства не признает подобного вида убийства. Но если отравление? Не было ни медицинского обследования, не проводили вскрытие. Ну, хорошо. Кого вы обвиняете? Господина Курносова. Но даже если вам удастся его обвинить, вам-то от этого какой прок? Наследство вы все равно не получите. Покойная Катерина Федоровна не успела переписать завещание. А просить о ходатайстве вот так, с ваших слов, вы уж увольте. К тому же, если уж такая охота, вам подобную бумажку любой копеечный подьячий состряпает. Знаете, мне и в мыслях не было просить вас бумажки стряпать. Мне нужен был просто от вас совет. Сядьте. Нет, ну как же так? Ну, Катерина Федоровна ведь вовсе старая не была, и в 3 дня не стала. Ну. Бедный мальчик. Надеюсь, ректор ему поможет. А что, какие-то затруднения? Он полагает, что Катерину Федоровну убили. Бог мой.
Кто? Если бы знать. Дело Штольмана, разобраться в этом. А он бедному мальчику отказал. Они идут, Анна. Позвольте представить. Мой брат. Шумский Иван Алексеевич, поручик лейб-гвардии Кирасирского, Его Величества полка. Петр Иванович. Ну, и моя дочь Анна. Да не трудитесь, все равно ведь не вспомните. Мы с вами последний раз виделись, когда нам, ну, кажется, лет по 8 было. И правда, приятная встреча. Вы меня помните? Но одно из милых воспоминаний детства. Но сейчас бы я вас уж точно не узнал. Ну так что же вы решили? Будем подавать прошение прокурору об открытии следствия и проведении вскрытия тела покойной. Да-да, конечно. Истина должна быть установлена. Тут ведь вопрос еще и в достойном наследнике. Вы знаете, наследство тут совсем ни при чем. Прошу прощения, мне нужно идти. Пожалуйста. Боже мой, ну что я такого сказала? Если племянник отравил Катерину Федоровну, то он действительно не достоин никакого наследства. Иван Алексеевич. Иван Алексеевич, не сердитесь на маму. Она это ведь из искреннего участия к вам. Она ведь вас еще мальчиком помнит. Да я понимаю. Я и сам погорячился. Мне, правда, очень жаль. Мы все очень любили Катерину Федоровну. Да, она моя благодетельница. Я рано потерял родителей. Катерина Федоровна с детства была дружна с моей матушкой. Вот она обо мне и взяла все заботы. Коротко сказать, кругом обязан. Скажите, а нет ли у вас особых оснований быть уверенным в своих подозрениях? Ну, Катерина Федоровна мне сама сказала, что подозревает племянника. Будто он связался с нечистой силой. Но, однако, ваш батюшка прав, это будет трудно доказать. Но ведь он взялся за ваше дело? Да, и взялся, и я ему за это очень признателен. Да, пожалуй, я тоже возьмусь. Вы? Каким образом? Довольно необычно. Я вам сообщу о результатах. Дух Катерины Федоровны, явись. Дух Катерины Федоровны, явись. Ну что, явился? Дух Катерины Федоровны, явись. Катерина Федоровна, простите, что душу вашу тревожим. Скажите нам, кто вас убил? Шпана волосы на себе клоком рвет. Зачем? Может, говорить не хочет. Или знак какой подает. Какой знак? Потерявший голову по волосам не плачет? Какой? Нет, ну, Аннет, ты так активно взялась за дело, это я, ну, что же, это в пику Штольману? Ну при чем здесь Штольман? Нет, ты мне скажи, ну вот при чем здесь сейчас Штольман? Я просто человеку хотела помочь. В деле, от которого он отказался. Как же я тебе благодарна за эту прогулку. В гостинице мне было уже просто утомительно.
Разве не ты сама говорила, что хочешь подлечить себе нервы? Покой лучшее на то лекарство. Могильный покой только разрушает мои нервы. А знаешь, Настя, Разумовский получил опекунство над этой англичанкой, как ее. Элис? Да, теперь она будет жить у него дома. Зачем это ему? С человеколюбием. Бедной девушке лучше было находиться в больнице. Почему? У князя у нее будет своя комната, и ей уже наняли сиделку, и Милц будет ее регулярно посещать. Князь простодушка. Как бы ты к нему ни относился, просто пожалел девушку, которая знала еще ребенка. Ну что ты хмуришься? Что ей лучше было в приюте? В приюте, во всяком случае, за ней бы постоянно наблюдали врачи. Ты никогда не интересовался ее судьбой. Ты права. Ты, как всегда, права. Как же я рад, что ты со мной. Со мной? Да. Гран, мерси, месье Мишель. Позвольте, я начну, мадам. Анет, вот познакомься, месье Мишель, куафер и кудесник. Моя дочь Анна. Бонжур. О, приятно познакомиться, мадемуазель. Мадам, позвольте, я продолжу. Месье Мишель очень занят. У него очень много заказов и очень мало времени. Но, тем не менее, он любезно согласился заняться и твоей прической. О, нет, нет. Лучше он потратит больше времени на вас. От чего же? У вас прекрасные волосы, мадемуазель. Но я бы мог сделать их еще более прекрасными. Excusez-moi, месье Мишель. Барышни вам записку принесли. От Разумовских. Это от князя? Что он пишет? Элис, она переезжает к князю. Она будет жить у князя. Это там умалишенный из приюта? Понимаешь, у нее теперь будет свой дом. Извини, я должна увидеть ее прямо сейчас. Извини, пожалуйста. Час от часу не легче. Этот князь большой сумасброд. Да. Вы знаете, об этом все говорят. Может быть, продолжим, месье Мишель? О, пардон, мадам. Большим удовольствием. Прошу. Что это? Та самая девушка, так и кричит. Да не извольте беспокоиться. Да сейчас же прекратите кричать! Что вы делаете? Простите, а вы кто? Я Анна Миронова, подруга Элис. Подруга? Их сиятельство разрешили госпоже Мироновой посещение. Она не хочет принимать ванну. Позвольте мне. Попробуйте. Элис, дорогая, тебе нужно снять рубашку и принять ванну. Хорошо, хорошо, рубашку можно не снимать, я так тебя вымою. Ой, какая вода теплая. Смотри. Оставьте нас, пожалуйста. White flesh rose in the garden, raving puppy in the night, stars reflecting on the heaven. Looking forward, no fight. Moving through, chain the cat shall lead it to. С новосельем тебя, дорогая. Я не смог установить причину болезни, потому как симптомы больной не похожи на отравление ни одним из известных мне ядов. Поэтому утверждение господина Шумского, что это
могло быть убийство, мне кажется, абсолютно несостоятельным. И тем не менее есть постановление прокурора о проведении дознаний и следствия. Кстати, стараниями известного вам адвоката Миронова. Я могу лишь сказать, что и в известных мне описаниях я такого не встречал. Но и болезнь вы определить не можете. Да, не могу. Я могу сказать с уверенностью, что это тяжелое поражение внутренних органов. Чем, я не знаю. Да вы успокойтесь, доктор. Такие вещи в нашей практике иногда случаются. Да, такие вещи случаются не только в вашей практике, в нашей тоже. Вот аналогичный случай у нас, например, был. Вы что, шутите? Нет. С такими же симптомами? Ну да. Терентьев. Наум Савельевич, он умер в 3 дня. И давно это было? Ну, чтобы не соврать, месяц назад. Да, вы поговорите, Яков Платонович, с его сыном, Никитой. Тогда тоже не могли найти причину болезни, ну и, соответственно, смерти. Спасибо, доктор. Нужно искать связь между двумя случаями. Легко сказать. 2 смерти, похожие симптомы. А еще в нашем деле есть определенные правила. Во-первых, куй продаст. Ну, в первую очередь, это выгодно наследникам. Даже если предположить, что это убийство, это мог быть только я. Что за яд такой, если доктор Милс не может его определить? Вот что. Я к господину Курносову, а вы отправляйтесь в дом к Терентьеву. Разузнайте, с кем они общаются, кто к ним приезжает. Диктум фактум. Сказано, сделано. Выйди! Не видишь, я занят. Ждите, здесь хозяин занят. Прошу прощения, а вы в этом доме кем? Я по дому помочь, по хозяйству. В таком случае, быть может, вам известно, от чего скончался прежний хозяин? Известно от старости. Как бы вас не настигла участь вашего батюшки. Ничего не обещал. Чей это голос? Кто у вашего хозяина? Ведьма. Иди! Авантюристка! Еще пугать меня вздумала! Я из полиции. Коробейников Антон Андреевич. У меня к вам разговор имеется. У меня с законом ни ладов нету. И потому я сам буду решать, с кем разговаривать, а кому на дверь указать. Корнилова, проводи! Не обессудьте, ваше благородие. У Никитушки характер, ну, хуже, чем у его батюшки. Вы приходите завтра. А глядишь, Никитушка к завтрашнему дню поуспокоится. Мы вот как поступим. Вы напишите мне список и перечислите там всех, кто бывал в доме за 2 месяца до смерти Савелия Наумыча. А это зачем? Это за тем, чтобы вас и вашего Никитушку я не вызывал в участок. О, Господи, да нет, я, батюшка, не серчай, я ведь все, завтра перепишу. Разумеется. Как звали ту даму? Ведьму-то? Лефлю, мадам. Лефлю. Не пойму я ваших всех расспросов. А что здесь непонятного? Правда ли говорят, что тетушка вас хотела наследства лишить? Это Шумский нашептал, да. Да. Да, бывало, тетушка явно гневалась на меня, только, знаете, я скажу вам одно. Лучше мне остаться вообще без наследства. Дай бог, чтобы она только жива была. Господи, прости, помилуй. Так зачем же тогда Шумский приехал? Видите ли, я... В карты я проигрался, понимаете? Ну, тетушка написала Шумскому, чтобы тот приезжал, после нее поместьем владел. Ну, она написала, он, естественно, примчался. Только насчет поместья она ничего такого не говорила. И завещание она не оставила. Так значит, вы наследник? Разумеется. Шумский, он же даже не родственник. И опекунша его тетушка официально никогда не состояла. Ну, что же вас тогда беспокоит? Следствие ваше беспокоит. Видите ли, кому было бы приятно, когда какой-то молодчик обвиняет тебя в смерти тетки? Когда сам-то... Что? Ну вот вы посудите сами. Если меня, например, признают виновным, то, значит, меня лишат наследства. Значит, тогда Шумский отсудит все. Ну, если не виновны, чего бояться-то?
то вы не знаете, как у нас следствие ведется. Ну, только вы мне про это не говорите. Прошу прощения, я не про вас. Постой-ка, братец. Не водила ли хозяйка твоя покойная знакомство с купцами Терентьевыми? Нет, барин, не было. Ну, может, кто к вам в поместье от них приезжал или от вас к ним посылали? У нас, слава богу, свое хозяйство, крепкое. Ну, а ежели что и покупали, так нет, не у них. А еду у вас для господ отдельно готовят? Барыня у нас простая была. Что людям готовили, то ей было хорошо. А повар что за человек? Так моя жена кухарь. Уж 10 лет. А к чему, барин, вы спросили? Да так, ничего. Ты послушай меня, братец. Составь-ка мне списки всех тех, кто к вам в последние 2 недели сюда в поместье приезжал. Всех до единого, от посыльного до знатных господ. Писать ты умеешь? Да. Это хорошо. А завтра мне принеси. Ну, как прикажете, барин. Да, вот еще что. Не говорила ли тебе барыня, зачем к вам поручик Шумский приехал? Хозяйка хоть и добра была, да нам таких вещей не сказывала. Ну, спасибо тебе, братец. Как разговаривать не захотел. Привозите его завтра ко мне. Возьмите городового, если брыкаться будет. Что еще? По моему приезду у Терентьева была некая мадам Лефлю. И разговор их был недружественный. Прямо говорите. Ругались. Одну только фразу я услышал. Как бы вас не постигла участь вашего батюшки. Холод по всему телу прошел. Что это за особа мадам Лефлю? Извольте взглянуть. Предсказание будущего, раскрытие тайн прошлого. Обыкновенный шулерский набор. Ну так поезжайте к ней. Быть может, вы со мной? Вместе? А что такое, Антон Андреевич? Мне совестно признаться, но из-за этой фразы у меня закралось ощущение, что если она вправду ведьма? Пожалуй, я к этой ведьме сам съеду. Можно я с вами? Мне будет неспокойно. Боитесь? Здесь оставайтесь. Канцелярией занимайтесь. Ваш долг велит вам копаться в чужом белье? Что ж, извольте. Господин Терентьев обманул меня в самых нежных чувствах. Но теперь между нами все кончено. Меня особенно интересует ваша фраза «Берегитесь повторить судьбу вашего отца». У полиции везде уши. Тогда странно, что вам неизвестно все остальное. На вопросы отвечайте. Хорошо. Мы скрывали наше знакомство. Его отец не одобрял. Бог прибрал старика, и я надеялась. Как же мне стыдно было самой явиться к нему. А потом еще услышать. Может быть, я в сердцах сказала, чего говорить не следовало. Он же попросту выгнал меня. Господи, мне нужно привести себя в порядок. Хорошо ли младший Терентьев ладил со своим отцом? Откуда мне знать? Хотя старик был самодур, да и жаден изрядно. Так
Ваша размолвка с Терентьевым была основана только на ваших личных отношениях? Разумеется. А что нам еще делить? Благодарю. Будьте здоровы. Постойте. Постойте. Хотите, я вам погадаю? Я все равно уже опоздала, поеду утром. Да нет, спасибо. Избавьте. Рядом с вами есть женщина. Вы скрываете друг от друга ваши чувства? Ей грозит опасность смертельная. Впрочем, вы же не просили о гадании. Что за опасность? Но вы же не верите во все это? Или верите? Да как вы смели? С городовым через весь город! Это позор! А что в дверях-то? Садитесь. В следующий раз подумайте, прежде чем полицейского чиновника из дома выставлять. Что вам от меня понадобилось-то? Есть основания полагать, что ваш батюшка был отравлен. Антон Андреевич, записывайте. Имел ли кто причины желать ему смерти? Мой батюшка был уважаемый человек. Его все любили. А вот это мы знаем. Вот только говорят, что вы сильно с ним не ладили. Мало ли кто что болтает. Где же это видно? Чтобы сын родного отца отравил. А вот такие случаи часто встречаются. Да вы чего, господин следователь? Я не виноват. А кто? Я не знаю. Может, мадам Лефлю или, вернее сказать, госпожа Анастасия Потоцкая? Вы до нее уже доискались. А ей-то зачем? Она рассказала нам, что вы хотели на ней жениться. Вот только батюшка ваш был против. Я жениться? Зачем она приходила к вам? Видите ли, я обещал ей денег. Я ходил к ней на батюшку гадать, а она предсказала ему скорую смерть. Ну, я с дурой ляпнул, что если все сбудется, то я ей 5-ю часть наследства отдам. А батюшка, возьми да и помри. Но она стала требовать. Я что ж, дурак, ей деньги отдавать? Так обещали же! Кому-нибудь из своих знакомых вы советовали к ней обратиться? Кому это? Например, поручику Шумскому. Ваньке-то, да с чего? Хорошо, хоть знакомство с ним не отрицаете. Зачем? Мы знакомы с ним с детства. Целый год в гимназии учились, пока эта Екатерина Федоровна его в кадетский корпус не отправила. А прошлым летом я встретил его в Петербурге. А знакомство с господином Курносовым случаем не водите? Видеть видел. Но так, чтобы знакомство водить, нет, этого не было. Зачем мне? Действительно. Свободны. Только из города не уезжайте. Если из города уедете, обратно доставим под конвоем. Ты что, это все за угрозы такие? До свидания. Балашов! До свидания. Получается, от этого допроса никакого толка. Иди скажите, Антон Андреевич, хотя бы какая-то связь между двумя смертями образовалась. То есть вы полагаете… Надо Шумского допросить. Найдите мне его и доставьте в управление. Я вас понял. Да подождите. Это позже. Вам списки экономка Терентьева прислала? Точно так. А я как раз получил списки от Иванова-Сокольской. Ну что? Сверим. Наша встреча теперь после стольких лет для меня неожиданный подарок, даже ввиду этих печальных обстоятельств. А следствие что?
Последняя встреча с господином Штольманом оставила неприятный осадок. После этого я от него известия не получал. А вы, кажется, знакомы с ним. Шапочный. Он бывал у нас в доме по общим делам с отцом. Да. Да. А меня, простите, но мне показалось, что он просто бездушный чинуша. Я плохо с ним знакома. Ну и что, вы кого-то подозреваете? Курносова. По секрету скажу вам, Катерина Федоровна хотела изменить завещание. И решительно в мою пользу. Вероятно, Курносов об этом узнал. А Штольману вы сказали об этом? Нет, не сказал, у меня нет доказательств. И потом, кто знает, как это будет истолковано следователем. Вы знаете, я видела очень странный сон, и мне нужна ваша помощь. Если бы вы могли достать для меня гребень или чепец Катерины Федоровны. Конечно. Ну а зачем вам? Ну, нужно проверить одно предположение. Я не могу вам всего рассказать. Простите, а вы подозреваете кого-то? Ничего определенного я не могу вам сказать. Просто достаньте для меня гребень или ленту для волос. Анна Викторовна, вы все больше и больше интригуете меня. И ваше участие мне так дорого. Я просто хочу вам помочь. Знаете, я английский преподаю, и меня ученик уже заждался. Мне пора, извините. До скорой встречи. Крестьяне Тимофей и Иван Щукины? Нет. Отец Александр Дьякон? Нет. Мадам Лефлю. Как? Она тоже была у Сокольской? А почему вы удивляетесь? Вполне естественно для пожилой дамы со слабым здоровьем пригласить к себе гадалку. Что там дальше? Шумский, разумеется. И у меня. Вот только что его занесло к Терентьеву. Об этом мы у него еще спросим. Мишель Куафер. Есть. Удивляюсь, какой тесный город. Вот и еще одна связь. Не столь очевидно, Антон Андреевич. Вы представляете, какая у него клиентура? Хотя к нему я еще зайду. День добрый. Добрый день. Штольман Яков Платонович, следователь полиции. Чего изволите? Давно ли практикуете? Ну, дело свое с юности знаю, а в городе недавно. Наслышаны, уже успели обзавестись обширной клиентурой. Так полгорода у меня бывает. А у другой половины бываете вы. Ну, можно и так сказать. Госпожу Иванову Сокольскую также посещали? Была моя клиентка. Как и господин Терентьев. Точно так. А вы, собственно, почему интересуетесь? Оба недавно умерли. Отравлены. Что вы хотите этим сказать? Все мои препараты прошли апробацию. У меня все по закону. Да у меня сотни клиентов. Все ходят живы-здоровы. Между прочим, сейчас у меня назначена госпожа Нижинской. Давно ли она ваша клиентка? Первый раз. Вот сейчас позвали к себе в номер, в гостиницу. Между прочим, фрейлина и я величество императрицы. Да что вы говорите? Да. Вы знаете, это ведь большая удача для меня. Действительно фортуна. Прошу меня простить, мне нужно собираться к юной фрейлин. Не буду вас задерживать. Удачи. Покорнейше благодарю. Евграфия, дай попробуйте на тихо. Сейчас из этой двери выйдет Мишель, парикмахер. Ты задержи его на пару часов.
Слушаюсь, ваше высокоблагородие. А в чем я виноват? Скажи, что признал в нем опасного преступника. Отведи в участок, подержи там, ну а потом отпусти ему обознаться. Нужно так для следствия. Слушаюсь. Сделаем все лучше видеть. Объясните мне! Не толкайте меня, я сам пойду! Поручик Шумский. Неужели? Какая удача. У меня к вам несколько вопросов. Прошу прощения. Слушаю вас. Вам знакома госпожа Потоцкая? Нет. Никогда не встречался. Кто это? Неважно. А, как я понимаю, с господином Терентьевым вы давние приятели. Ну, не то чтобы знакомы с детства. Недавно виделись в Петербурге, и в Затонске я его навещал. Просто визит вежливости. Только не пойму, к чему эти вопросы. Я вас подозреваю. Меня? Это же смешно. Ну, не смешнее, чем подозревать господина Курносова. Честь имею. Яков Платоныч, посмотрите, кто оказался в наших краях. День добрый. Очень рад. Осматриваете достопримечательности нашего города? What? Sightseeing. О, yes. Очень хороший город. Ну, не буду вам мешать. А вы нам мешаете? Займитесь. Да нет, спасибо. Я на минуту зашел выпить чашку кофе. So. So. Goodbye. Как я рада тебя видеть. А мне показалось, я не вовремя. Почему? Ты зря к нам не присоединился. Мистер Браун такой забавный. Не хотел мешать вашему свиданию. Боже мой. Ты ревнуешь? Первый раз вижу его в городе. Конечно. Он же приехал ко мне на свидание. Потом он же не заключенный в своей Михайловской усадьбе. Ну да. Ты ревнуешь? Какое счастье. Я, собственно, тебя хотел попросить отказаться от услуг этого парикмахера. Мишеля? Почему? Подозрительно, но в последнее время несколько его клиентов умерли. Куафер-убийца? Как интересно. Пока это не точно, но я советую тебе дать ему отставку. Спасибо тебе, что думаешь обо мне. Господин поручик. Господин полицейский.
Неужто вы следите за мной? Прекрасные цветы. Анна Викторовна, мне необходимо с вами поговорить. Одну минуту. Здравствуйте. Вы к папе? Нет, к матушке вашей. Она скоро выйдет. Тогда, пользуясь случаем, хотел сказать вам пару слов, если можно наедине. Извините. Я вижу, все семейство Мироновых принимает участие в судьбе поручика Шумского. А между прочим, он под подозрением. Но это у вас может быть. У семейства Мироновых другое мнение на этот счет. Но это ваше право. Мое дело предупредить. Просто будьте осторожны. Ваши предупреждения ничего, кроме недоумения, у меня не вызывают. Извините, меня ждут. Одну минуту. Я сегодня ходил к гадалке. Если мне не верите, может, гадалке поверите. Она сказала, что... Вам гадали? Как это вы допустили? Она сказала, что опасность угрожает вам. Прямо имя назвала. Нет, она сказала, что опасность угрожает близкому мне человеку. Ну, так это не обо мне. Извините. Это вам. Спасибо, как мило. День добрый. Яков Платонович. Давненько. Блинчики? Нет, благодарю. И часто у вас поручик Шумский в доме бывает? Прыткий молодой человек? То слово. 3 раз. За 2 дня. Я еще не выполнил вашу просьбу, хотя предпринял некоторые действия в этом направлении. Вот, это гребенка Катерины Федоровны. Как же вам удалось? Но это была целая военная операция. Ну, может, развлечете меня, светские беседы. Вы верите в гадания по картам? Ну, что, карта может пророчить беду? И верю, и видел. Но только вряд ли вам будет этого достаточно. Ответьте вы мне, Яков Платонович, верите ли вы в статистику? Разумеется, статистика – это факты, это цифры. Вот. Тогда ein Fakt zum Beispiel. Анна в который раз оказывает вам неоценимую услугу, помогает вам в расследовании. Но вы по-прежнему не принимаете всерьез. Должен с вами согласиться. Вот так же и с людьми, обладающими даром гадателя. Никто. А предсказание-то сбывается. Яков Платонович, вы совсем не забыли. Служба. Позволите вас на пару минут? Разумеется. Наверняка наслышаны, в городе появился модный куафер. Не только наслышана, но уже приглашала его к себе. Не думала, что вы интересуетесь такими вещами. Интересуюсь, но только по долгу службы. Я прошу вас воздержаться пока от его услуг. Вы его в чем-то подозреваете? Не то, что подозреваю, прямых указаний пока против него нет, но по долгу службы хотел вас предупредить. Не использовать его услуги, пока все не выяснится. Благодарю. Честь имею. Проклятие! Дьяволы! Дьяволы! Спокойно, спокойно. Дьявол! Что с ним? Те же самые симптомы, что у помещицы Ивановой Сокольской. Собственно говоря, я поэтому и позвал. Есть способ привести его в чувство. Я как раз пытаюсь сделать укол морфия. Дьявол!
Никита Савельевич. Никита Савельевич. Больше мне помочь нечем. Яков Платоныч! Вас отравили? Кто? Потоцкая? Да. А батюшку вашего? Она уговорила, а я согласился. Шумскому. Вы про нее рассказали? Бесы! 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 Нет! Он мертв.